Козероги, здравствуйте! У нас прогноз для вас на ноябрь. Давайте посмотрим, что вас ожидает в ноябре представителей знака зодиака Козерог по всем сферам жизни. Кипр нам покажет сюрприз, неожиданность. Еще мы для вас получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет прогноз на Таро Акаши. Это для тех, кто интересуется. Козероги, ноябрь. Первая карта у нас это дом, семья. Что у вас будет происходить? Вторая карта это сфера чувств, эмоций, отношений. Профессиональная сфера. Финансовые, денежные вопросы. Образование, поездки. Для кого это актуально? На дне колоды вот девятка кубков. Да, у вас тут еще и умеренность. И вообще кубки, да, кубки преобладают у вас. То есть будет очень эмоциональный. Ну, я хочу сказать, спокойный месяц. Умеренный. В сфере чувств. Девятка может говорить получение. Вот заканчивается какой-то, я бы сказала, проект. Может быть, какой-то заказ крупный. И вы получаете результат того, куда вы вкладываетесь. Вы будете эмоционально довольны, что это наконец-то завершилось. Кто-то может в отпуск уехать, да, отложить всю работу. Уж очень вы устали по силе. Да, может быть, у кого-то из козерогов отпуск. Может быть, вы поедете куда-то отдыхать. Еще это какой-то праздник, вечер. Девятка. Ну, вообще карта исполнения желания. Мы еще посмотрим, с чем это может быть связано. Вот вы здесь строите планы по поводу вашего дома, семьи. Может быть, это начало ноября, конец ноября. Вы эти планы уже реализуете и получите результат. Конечно, карта может говорить о хорошем здоровье, о эмоциональном благополучии, но также, но тут вот что-то, может быть, это выздоровление, да, десятка, может быть, тут приболел. Карта говорит, что вы выздоровеете, вот сила, да, борьба. То ли борьба с какими-то трудностями, то ли вот что-то вы заканчиваете. Вот тут дом, может быть, кто-то заканчивает ремонт или там строительство. Наконец-то вы въедете в новый дом. У кого-то может состояться какая-то поездка. Еще это может карта говорить о беременности, зачатии, для кого это актуально. Ну, давайте посмотрим. Ваш дом, да, у вас семерка кубков. Ну, планы, мечты, желания, что-то по поводу вашего дома, вашей семьи. Очень много планов, очень много желаний. Конечно, семерка всегда говорит, что пока это еще на стадии обдумывания. Воплотите вы это в жизнь, нет, или это останется все воздушными замками. Но, судя по девятке, да, какой-то результат вы получите. Ну, давайте посмотрим, по поводу чего вы здесь мечтаете. О, потрясающе. Ну, получите вы это в конце ноября. Здесь или мечты о свадьбе. Тут мечты могут быть, вот своя империя, это обрести свое жилье. Также это может быть смена статуса по поводу зачатия, рождения малыша. То есть стать родителями. Так, хорошо, ну давайте еще одну карту. Хотя девятка сказала, ну, колесо фортуны, да. Все у вас получится, что бы вы здесь не запланировали. Если касается, например, своего собственного жилья, то подвернется какой-то очень удачный шанс. Вот постарайтесь этим шансом воспользоваться. Ну, вообще, колесо фортуны – это карта перемен. Это может быть какая-то денежная сумма, о которой вы тут мечтаете. Может быть, у вас вот в семье, в доме семейный бизнес, император и императрица. Но вообще вы очень подходите друг к другу. Колесо фортуны говорит, вот когда на человека
падает какая-то удача. Это может быть денежный выигрыш, может быть наследство, может быть вам кто-то поможет. Или вы как-то удачно заработаете и сможете воплотить вот эти планы в жизнь. Да, если это ожидание беременности, то да. Может быть, десятка говорит, что долго вы шли к этой, да, боролись. Может быть, были какие-то проблемы со здоровьем. Но девятка показывает, что... Ну, тут и в отношениях карта умеренности говорит, что, во-первых, весь месяц у вас в отношениях будет тишь да благодать, да, то есть вот это когда в отношениях сочетается спокойствие, ответственность, любовь и понимание. То есть нет никаких ссор, скандалов, разбирательств, выяснения отношений. Еще это карта выздоровления. И еще это карта ожидания малыша, беременности. Ну, давайте мы уточним. Вот для тех, кто в поиске, здесь карта говорит, что, скорее всего, еще не в ноябре. Сейчас мы уточним. Или вы уже долго ждете. Туз пентаклей. Да, но для кого-то это семя, а для кого-то это семя, это с беременность, да, в отношениях. А для кого-то это новое знакомство. Вот, умеренность говорит, что, скорее всего, вот этот период ожидания задержался. Ну вот сейчас вы на пороге новой любви. У кого-то здесь в отношениях решается вопрос с жильем. Ну то есть в любом случае какое-то желание ваше исполнится. У всех желания разные. Если вы ждете партнера, то девятка кубков говорит, это про хорошо проводить вместе время. Это когда нам не хочется даже расставаться. Это вот наслаждаться любовью, вместе проводить, да, вечера при свечах. Ну, еще карта говорит о любви, наполнении. Ну, десятка может говорить, что да, вот затянулся период ожидания любви, да. Ну, сила может говорить о страсти. Очень хочется уже любовь обрести. Поэтому в любом случае здесь очень какие-то приятные перемены. Хорошо, работа, карьера, семерка пентаклей. Ну, стагнации здесь нет. Есть медленный, но уверенный рост. Кто-то из женщин может уйти в декрет. Семерка может говорить о медленном продвижении по карьерной лестнице. Да, может быть, вам хотелось бы чуть быстрее. Но здесь как бы карта говорит, нужно просто набраться терпения, и все будет. Если вы на себя работаете, то карта может показывать, что вы уже получаете прибыль от того, куда вкладывались, но это благодаря вашему тяжелому и упорному труду. Также карта говорит, если вы понимаете, что все как-то очень медленно развивается, может быть, нужно или поменять стратегию, или внести какие-то новшества. Но все равно карта говорит, урожай-то вы свой получите в конце ноября. Ну, давайте мы уточним с работы. Еще одна семерка. Стратегию надо поменять, вот как я и сказала. Внести что-то новое. Карта говорит, вот стоять, ждать, пока это все созреет, но это можно, да, долго стоять. А здесь карта говорит, хочешь жить, умей вертеться. Да, вот что-то нужно, какую-то движуху внести в работу, новое что-то, да. Какую-то новую идею, проект. Тут еще вам могут предложить партнерство, может быть. Если вам в одиночку тяжело развивать этот бизнес, подумайте о том, что, может быть, кого-то еще к нему привлечь. Ну или внести какие-то новые идеи, да, вот какую-то новую кровь внести, чтобы вот это вот движение началось более-менее побыстрее. Финансы у нас ложится королева мечей. Тут может быть траты на врача, вот у кого беременность, на какого-то специалиста. Да, специалист может быть, например, если вы тут собираетесь вступать в брак, ну, это траты, наверное, на бракосочетание. Не знаю, сейчас какие-то деньги платят. Также это может быть какие-то судебные, наследственные дела. То есть тратится, например, на адвоката. Давайте мы уточним эту королеву мечей. Да, траты на какие-то приятные. Ну вот на бракосочетание, на беременность. Может быть, еще какая-то поездка у вас здесь. Потому что вот в поездках у нас здесь двойка кубков. Ну, например, у вас свадьба, вы женитесь. Это может быть поездка, свадебное путешествие. Да, но если свадебное путешествие, выбирайте маршрут, потому что по семерке очень много препятствий
вот куда вы собрались. Ну, в принципе, преодолеть вы можете, но, может быть, просто будут очень большие траты, да, вот из-за этих королев мечей. Это у нас еще визовые офицеры, это законы, которые ставят преграды. Вот хотите поехать, например, в Европу, но там в одну страну можно въехать, в другую нет. Или добираться придется как-то на перекладных. Также, если это какие-то судебные дела были наследственные, это вот я как сказала, тратиться на адвоката, это чтобы получить результат тот, который вы хотите, и обойти вот эти какие-то споры с кем-то, выяснения, может быть, там с родственниками. Пусть это занимается специалист, да. Хорошо, ну поездки или обучение, но здесь больше о чувствах и о партнерстве. Говорю, тут, наверное, поездки или переезд для кого-то, смена места жительства вместе в паре. Или здесь поездка может быть в отпуск или в свадебное путешествие. Ну вот куда-то, где вам будет очень хорошо. Где вы хорошо проведете время. Но опять вот десятка говорит, да? Семерка и десятка. Ну, вы выберите маршрут, куда можно въехать без каких-либо препонов. Так, хорошо, давайте посмотрим с вами Кипер, что нам скажет сюрприз, неожиданность. Козероги, ноябрь, сюрприз, неожиданность. Ну, вот еще партнерство. Партнерство это может быть бизнес-партнерство, или это countership, это двойка кубков, да, у нас это объединение двух людей. Это может быть знакомство, новая любовь, это может быть предложение руки и сердца, вступление в брак. Также вы здесь вместе, вдвоем принимаете какое-то решение. Если это покупка недвижимости, то здесь мужчина занимается этим вопросом, это заключить договор купли-продажи. Ой, одни мужчины у нас здесь. Ну, это карта не мужчина, здесь молодой мужчина и зрелый мужчина. Здесь может быть от него помощь, но тут у вас много сомнений, обращаться или нет. Или здесь партнерство, например, молодой мужчина. Как я говорила, это там отец-сын может быть, да? Может быть, это какое-то бизнес-партнерство. Один человек постарше, другой помоложе. Ну, путешествие. Угу. Карты все выпали, как из Таро. Я вот эту хочу уточнить. Так, карту шип. Так, смотрите, здесь у кого-то реально наследство. Может быть, даже это где-то не в вашем городе, поехать нужно будет. У кого-то здесь Куртхаус, это у нас здание суда, или это муниципалитет. У кого-то здесь, да, вступление в брак, покупка недвижимости. Ну и вот судебные дела, да, судебные дела, молодой мужчина и пожилой, ну и вот наследство. У кого-то здесь еще и поездка. Поженитесь, решите вопрос с жильем и поедете отдыхать. Какое-то вот еще какое-то сообщение тревожное, ну, может быть, еще женщина и мысли. Да, здесь очень много фигурных карт. Но я думаю, что это помощь от каких-то людей. Может быть, это ваши родители. Какие-то дела. Так, хорошо. Давайте совет для вас получим. Козероги, ноябрь. Совет от веганского оракула. Сейчас это 9 у нас перевернутые. Эта карта называется Белтрейн. Вы можете чувствовать себя отделенным от собственных чувств и сексуальности, возможно, из-за негативного опыта, пережитого в прошлом. Найдите возможность исцелить старые раны с добротой и нежностью. Еще у нас совет от оракула Королевы Луны, Козероги, ноябрь. Self-love.
Ну, self-love — это любить себя. Это не значит, что когда человек себя любит, что он эгоист. Нет, просто карта говорит, когда мы любим, уважаем и ценим себя, тогда и другие люди к нам относятся так же. Если человек себя любит, он никогда себя ни с кем не сравнивает. Поэтому вот сейчас для вас очень важно относиться с любовью и пониманием, в первую очередь, к себе. Тогда и другие люди будут относиться к вам так же. Тем более у вас там и бизнес-партнерство, и любовь. Поэтому для вас это важно. Хорошо, давайте посмотрим, что нам скажет Таро Акаши. Что нам скажут хранители хроник Акаши для вас на ноябрь, для козерогов. Иногда мы смотрим этот расклад и думаем, да это вообще не про меня. Но мы же не можем знать, что нас ждет в будущем. А в хрониках Акаши, это хроники судьбы, там уже все прописано. Конечно, делайте ссылку, что это расклад общий, но какие-то подсказки или вы здесь получить можете. Козероги, ноябрь. Что у вас будет происходить в начале ноября? Вот с какой энергией вы входите в ноябрь из октября? Конечно, это может быть и не в октябре происходило, еще раньше. Ну, сам факт, да? Ноябрь, первая декада. Вторая декада. Третья декада. И энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь. Энергия, с которой вы входите в ноябрь из октября. Здесь у нас ложится 19-й старший аркан. Карта называется Reflection. Reflection — это отражение, отблеск. В прямом положении мы видим, что плывет корабль по воде. Вот фонарь от этого корабля отражается в воде. А также здесь полная луна, которая тоже отражается в воде. Когда эта карта переворачивается, она может показывать на более житейском уровне отмену или изменение поездки или переезда. Это может быть поездка по водной глади или над водной гладью. Но так как это старший аркан, на более глубоком уровне, она может говорить о вашем высоком эмоциональном уровне, который блокирует ваш разум и нарушает ваш жизненный путь. Сейчас вы можете испытывать внутреннюю борьбу между эмоциональными потребностями и вашим интуитивным голосом. Но эмоции у нас, как правило, побеждают. Вам сейчас говорят, загляните внутрь себя и разберитесь, от чего это происходит. От страха или от недостатка чего-то. Что заставляет ваши эмоции подниматься и опускаться. Сейчас для вас очень благоприятно будет заняться медитациями, чтобы сбалансировать ваш эмоциональный фон. И тогда вы сможете восстановить контакт с вашим источником. Вот когда вы сбалансируете свои эмоции, тогда вы опять будете сверху освещены. И вы всю свою жизнь увидите ясно. Первая декада ноября. У нас здесь ложится шестерка свитков. Карта называется The Sands of Time. Это пески времени. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что солнце уходит за горизонт. У мужчины очень много дел. У него много мыслей, задумок. Вот эти свитки показывают, планов. Здесь стоят песочные часы, которые уже практически заканчивают сыпаться. То есть у него очень ограничено время, и ему за это вот маленькое количество времени нужно сделать очень много дел. Но когда карта переворачивается, то солнце только-только встает на горизонте, и песочные часы наполнены. То есть карта говорит, что в первой декаде ноября у вас есть больше времени, чем вы думаете. То есть вам не стоит спешить. Какая-то ближайшая задача
может потребовать большего изучения, исследования, обдумывания и выполнения. То есть занять все время, которое вам необходимо. Вам даже может предоставиться возможность для продолжения исследования, или, может быть, вам нужно будет связаться с другими людьми, кто вам поможет. Поэтому карта говорит, в первой декаде не спешите, у вас очень много времени для изучения, исследования. Знайте, что времени вам хватит. Вторая декада ноября у нас ложится 20-й старший аркан. Карта называется Will, Wisdom and Mind. Это у нас воля, мудрость и разум. Карта у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, корона находится там, где она должна быть, над головой. Но когда эта карта переворачивается, и это старший аркан, она говорит, что, возможно, ваш авторитет может быть занижен. Кто-то может потерять должность, местоположение, точку зрения или какие-то возможности. И у вас может создаться ощущение потери энергии, сил, поддержки ваших духовных наставников. Да, возможно, вы будете очень активны, но ваша энергия будет тратиться впустую. Это как движение по кругу, вокруг одних и тех же проблем. То есть ваши действия будут бесполезными и повторяющимися. Но вот этот герб на этой карте, как его ни переверни, он выглядит одинаково. И вам говорят, что вы обязательно выстоите в эти сложные времена. Но постарайтесь навести порядок в мыслях, восстановите вашу связь с духовными наставниками и начните все заново. И самое главное, осознайте те силы, которые находятся внутри вас. Тогда вы сможете вернуть правильный поток энергии, если приведете эмоции, духовность, физическое равновесие обратно в вашу жизнь. Вот тогда вот эта корона вернется туда, где она должна быть. Третья декада ноября. Здесь у нас ложится единица роз. Карта называется Commitment. Это переводится как обязательство, соглашение. Мы видим, что лежит какой-то контракт, договор, весь обсыпан розами и освещен светом. Но когда карта переворачивается, она может показывать, что какое-то разделение или разрыв в контракте может произойти в третьей декаде ноября. Это может быть полный разрыв связей. Для кого-то это может быть развод или потеря работы. Но также это может быть временное расставание или закрытие бизнеса. Еще эта перевернутая карта может указывать на неудачную инвестицию или, например, покупка-продажа дома может отмениться, провалиться или задерживаться. Карта говорит, с чем бы вот эта перевернутая карта не была связана, вам все равно нужно будет постараться справиться вот с этим чувством потери, но и не думать слишком катастрофически. Конечно, эта карта еще может показывать на путешествие, на физическое разделение с кем-то, кто вам дорог. Это может быть вот путешествие, переезд по служебным или личным делам. Но еще эта карта говорит непосредственно для вас. Не забыли ли вы свой собственный приоритет? Не ставите ли вы себя последним или отказываетесь от своих собственных потребностей ради кого-то? Ну, если это так, то сейчас для вас пришло время начинать делать уже что-то для себя. И постарайтесь не упустить из виду самое величайшее партнерство из всех. Это вашу связь с вечным, могущественным и ценным «Я», которым является ваша душа. И энергия, с которой вы выходите из ноября в декабрь, здесь у вас ложится восьмерка свитков, Path Unknown, неизвестные пути. Когда эта карта переворачивается, она говорит, что вы в конце ноября, в начале декабря можете оказаться нерешительными и сомневающимися, в каком направлении вам нужно будет двигаться. Но в перевернутом положении карта говорит, что вы не можете двигаться из-за того, что вы что-то не доделали в прошлом. Это могут быть прошлые отношения, какие-то способности, опыт, может быть, работа. То есть для того, чтобы вы начали двигаться вперед, вам нужно будет восстановить связь с кем-то,
дорешать и доделать какие-то дела, вот которые как гири висят на ваших ногах и не дают вам двигаться вперед. То есть вот есть какой-то груз прошлого, который вам мешает. Поэтому, чтобы вы смогли выбрать новое направление, карта вам советует доделать какие-то прошлые дела. Ну, тут каждый понимает по-своему. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. А я благодарю вас за внимание и всего хорошего.